Знаете, мои дорогие зрители, люди почему-то до сих пор думают, что конец света должен выглядеть красиво. Ну, типа, огонь с неба, ангелы трубят, земля трясется и небеса. Небеса вдруг прям развернулись на твоих глазах. Все как в хорошем голливудском кино, только без попкорна и с плохим интернетом, который, кстати, уже отключают. А на самом деле конец света – это никакие не спецэффекты. Конец света – это когда ты утром вдруг просыпаешься, открываешь глаза, смотришь в потолок и понимаешь, тебя ждет не какой-то там апокалипсис. Тебя ждет операция. Да-да. Да-да, мои дорогие зрители, не судный день, не катастрофа, а хирургия реальности. Представьте себе, что Вселенная одела на себя халат и стоит над вашей кроватью со скальпелем и в перчатках и говорит: «Так, дорогие мои человечки, сейчас мы будем вырезать у вас все лишнее. Ложь, страх, тупость, жадность, понты. Все ваши раковые опухоли выкладывайте на стол». И знаете, что случится? У половины человечества начнется тут же паника. Потому что если из человека убрать ложь, страхи, чувство собственной важности, обиды, у некоторых людей не останется никакой личности. Причем совсем. Вот смотрите, что у нас происходит с миром. Земля трясется, что-то все время горит, какие-то катастрофы, катаклизмы. Все падает, наводнение, а где-то кого-то накрывает кризисом и ценами в магазинах, инфляцией, новостями, бывшими ухажерами или подругами, кредитами и всяким разным незаразным. В общем, проблемы. А у вас так-то, на минуточку, обычный вторник. И знаете, что делают люди? Они начинают сразу же кричать: помогите! Все! Это кара небесная! Это конец света!» А это так-то никакой не конец света. Никакая не кара с небес. Это просто у нашей планеты Земля поднимается температура. Ведь бывает же в жизни, когда ты вдруг заболел какой-то простудой, и твой организм ломает. Ты лежишь такой в постельке, как тряпка, весь в поту, и думаешь: ну, все, я умираю. А потом приходит врач и говорит: нет, мой дорогой друг, вы не умираете. У вас просто иммунная система начинает работать. Вот так же и с нашей планетой. Наша планета сейчас не умирает. Она просто стряхивает с себя пыль и паразитов, которыми она болеет. Она просто сметает с себя вирусы старого мира. Старая империя рушится, старые системы, старые схемы, где один жрет другого и все время при этом говорит: ну а чё, это же нормально. Нормально, что мы живем во вселенной хищников, потому что так было задумано кем-то свыше. А на самом деле Бог не создавал нас для того, чтобы мы все время боялись и были рабами. Потому что это никакая не цивилизация. Потому что это какие-то тараканы, которые бегают в наши квартиры, но в пиджаках. Ну а теперь я скажу вам самое интересное. На самом деле идет не только тряска какой-то материи. Идет тряска и перекодировка сознания. Сознание каждого человека. И вот это уже опасно. И не только для обычных людей, но и для всей системы.
Потому что раньше... Ну-ка, напрягите мозги, вспомните, как было раньше. Тебе все время говорили «бойся». И ты сидел такой в уголочке, испугался и боялся. Тебе говорили «не обвиняй себя, ты избранный». А ты все равно сидишь такой, тупишь где-то на толчке и обвиняешь самого себя, когда вдруг что-то случилось. Тебе говорят «заткнись, молчи, молчание – это золото». И ты такой смотришь и молчишь. А потом еще и извиняешься за молчание. Потому что если вдруг ты заговоришь, то помни, мы тебя посадим. И ты молчишь. Ну а теперь, что же на самом деле происходит? А на самом деле происходит то, что старый софт начинает глючить. Мы вдруг пытаемся кого-то ненавидеть в этой жизни, а нет, нас больше это не цепляет. Как-то, не получается. Мы пытаемся кричать, паниковать, а внутри опять никаких эмоций. Больше эта конопля не прет. И ты пытаешься жить по старой схеме. А схема больше не работает. Как будто это схема из 2007 года. И она почему-то, сколько на кнопку не жми, не открывается. А люди сидят такие и думают. А что, собственно говоря, не так? Дорогие мои зрители, да все с вами так. Просто старая прошивка системы, она вдруг слетела. И, к слову, я всех вас с этим поздравляю. Поздравляю, что вы не сломались. Вы просто обновляетесь, даже если вы об этом не знаете. И, к слову, обновление идет без кнопки. Без кнопки «пауза» или «отложить на завтра». Потому что все, что происходит в нашей реальности, происходит здесь и сейчас. И вот здесь начинается самый настоящий цирк абсурда. Потому что реальность, в которой мы все находимся, вдруг оказывается вовсе не одна. У нас тут вовсе не одна какая-то планетка Земля. А у нас тут, как обычно, всегда два варианта. Мы живем в дуальном мире, господа. Первая Земля – это Земля тьмы. Это для тех, кто любит стабильность, в смысле пусть все гниет, лишь бы это было знакомо. Это мир, где люди по-прежнему будут продолжать спорить. Спорить между друг другом, обвинять кого-то в своих собственных проблемах, кто виноват, где взять деньги и как всех вдруг взять и обмануть, и быть на коне. И также для тех, кто почему-то думает, что кто-то все время виноват в ихних проблемах. И они сидят такие где-то на диванчике в уголочке и думают, почему же моя жизнь не удалась? А правда в том, что они просто никогда ничего не делали и даже ни с кем не договаривались. В общем, в той старой реальности, в которой большинство из нас находится, останется все как есть. Ничего не будет меняться. Там по-прежнему будут новости, кризисы, войны, страх, паника, борьба за кусок мяса и вечная обида на кого-то где-то там. Вечная а что мне делать? Я же один, я ничего не могу. И, к слову, там вечно будут сидеть где-нибудь на диванчике и ждать. Ждать, когда с небес спустится какой-то белый грядущий царь, спаситель всего человечества.
Я просто обожаю этот жанр. Представьте себе, взрослые дяди и тети сидят где-то и ждут. Ждут, что кто-то придет с небес и сделает ихнюю жизнь лучше. Сначала наведет порядок в доме, возьмет пылесос, швабру и все уберет и помоет. Ну а потом исправит все в государстве. Потом пойдет и набьет нос начальнику. А потом станет сильным лидером, который поведет всех вперед, в светлое будущее. Не человек, а просто ангел какой-то. И там, в этом светлом будущем, будет магия и скидки на маркетплейс. Ребят, ну вы серьезно? Если вас все время нужно спасать, и вы все время чего-то ждете, то вы никакой не герой. Вы на самом деле даже никакие не люди. Потому что никаких доставок пиццы с отложенным сроком в жизни не бывает. Ну, а вторая земля, которая как небеса разворачивается прямо на ваших глазах, это реальность света. Это для тех, кто наконец-таки понял. А так, стоп. Я же, оказывается, никакая не мебель в этом пространстве, а я соавтор. Я соавтор всей этой реальности. И вот тут, дорогие мои, совсем другой вайб. Здесь не ноют, здесь создают своими ручками и ножками. Здесь не клянчит ничего, ни у кого. Ни у начальника, ни у президента, ни у Бога, ни у небес. Здесь строят свою реальность сами. Здесь не сидят в ожидании какого-то чуда. Здесь сами становятся чудом. Только без дешевого пафоса и без позы. О, я просветленный мастер. Не трогайте меня, я в белых штанах. Сделайте мне 3 раза ку. В общем, дорогие мои, старая игра закончилась. И она была слишком простая. Выживает сильнейший, страх рулит, совесть можно положить на полку или отключить. Ну, если очень надо. И если ты умеешь хорошо притворяться, лгать, то тогда тебя будут уважать. Ты будешь на коне. Как вам? Нравится? Мне нет. Мне не нравится эта реальность. Потому что это никакая не игра. А это криминальная версия симулятора износа человеческой души, человеческой совести, норм этики, морали, законов Бога. Но у меня для вас есть всех хорошая новость. Потому что все эти правила, основанные на страхе, лжи, боли, ненависти, они отменяются. Потому что теперь в той реальности, в которой мы уже находимся, выживает не тот, кто громче всех орет. Не тот, кто всех продавил, нагнал и все время врет. И не тот, у кого лицо серьезное, он надел на себя костюм и какой-то там галстук, чтобы устроить нам всем налоговые проверки. В этой реальности выживет только Созидатель, Создатель своей собственной реальности, а не какой-то там букашка-таракашка или раб. Нравится подчиняться? Нравится молчать и сопеть в трубочку? Можете продолжать. Но тогда вы просто не выживете. Тот, кто умнеет, а человек так-то на минуточку homo sapiens, человек разумный,
не просто повторяет старое, чьи-то старые ошибки, истории, цивилизации. Он рождает нечто новое. И только так можно двигаться в будущее. И никак иначе. И вот это уже, между прочим, страшно. Страшно для тех, кто всю свою жизнь жил на копировании чужих идей, чужих эмоций, чужих чувств, чужих решений. Потому что если ты сам не можешь творить, не можешь созидать, ты становишься просто мусором. Даже не копией, а просто мусором, который давно пора утилизировать. Потому что копии, как мы знаем, всегда дешевле оригинала. Даже если у копии очень уверенный голос и дорогие швейцарские часы. И вот тут, дорогие мои, появляется то, что я называю не каким-то там духовно-эзотерическим учением, а я это называю инструкцией по выживанию. Потому что в эпоху перезагрузки, в которой мы все находимся, философия без пользы – это просто красивая упаковка. Красивая упаковка нашей собственной беспомощности. А человеку, который все понимает и видит, который проснулся, нужна карта, нужен компас и нужен внутренний огонь. Потому что с искрой сердца всегда идти легче, всегда идти веселее. Карта. Карта – это как понимание, где ты находишься. Потому что если ты живешь в мире, где есть 14 уровней реальности, а ты ведешь себя так, как будто существует только твоя зарплата, понедельник и доставка еды, то у меня для тебя, мой дорогой друг, плохая новость. Ты не в курсе, где ты находишься. Оглянись по сторонам. Ты не видишь? Мир разваливается прямо на твоих глазах. Компас. Компас. В жизни каждого человека это 3 простых вещи. Счастье, любовь, свобода. И это не просто какие-то красивые громкие слова, а это направление. Это направление, в котором мы все идем. Все это звучит пафосно, как слоган секты. Но не торопитесь смеяться, дорогие мои. Хотя, ладно, можете смеяться. Просто в любой момент вашей жизни задайте себе вопрос. Или нет, лучше 3 вопроса. То, что я сейчас делаю в своей жизни, это делает меня свободней? Или это делает меня тупее? Цены в магазинах поднялись. Отключают интернет. Нам всем говорят, что нам нужно молчать. Давайте будем бояться. Нас посадят в тюрьму. То, что ты делаешь прямо сейчас, идет от твоего сердца? Идет от твоей совести, от любви? Или все, что ты делаешь в своей жизни, идет от страха? Я буду сидеть, потому что я один. Я буду ждать спасителя. То, что ты делаешь прямо сейчас в своей жизни, приносит тебе счастье? Приносит тебе удовлетворение? Или все это только легкий дофамин и адреналин? Как еще один просто никому не нужный заказ. Если, дорогой мой зритель, если ответ, который внутри тебя, тебе не нравится, значит, тебя, дорогой мой друг, пора спасать. Ты зашел не туда, и у тебя температура. Потому что, если уж апокалипсис, то с хорошим таймингом и с нормальной подачей. Как в Голливуде. А то что-то как-то не цепляет. Желаю
желаю всем счастья, любви и свободы. И побольше внутренней человеческой природы, где существует совесть и выбор, который каждый делает сам.